Всем здравствуйте! Вторая часть видео у меня. Продолжаем вязать наших тигров. Значит, что мы сейчас будем делать в этой части? Обвяжем мысок. Первый ряд я наберу петли коричневым цветом и провяжу один ряд с изнаночной стороны лицевыми, и по лицу коричневым цветом у меня получится изнаночная вот такая вот полосочка, а потом уже буду набирать, сделаем такую окантовочку вверх. Пойдем тапочка сделаем. Значит, высоту у меня мысок 32 ряда. Я его уже замеряла. 12 сантиметров он у меня высоту. Набираем петли. Я буду набирать на 3 спицы. Можно набирать на круговые спицы, если хотите. Спицы номер 2,5 у меня. Прикрепляем ниточку. Хвостик моего запутаем в процессе вязания. Крючком по 2 дужки вытягиваю петельки и по одной по всему мыску наберу петли. Наберу петли и обратно вернусь по изнанке лицевыми. Провяжу этот ряд весь лицевыми. Набираем плотно, сильно петли не вытягиваем. Мысок у нас был немножечко сложный, можно сказать, поэтому остальное все я сделала попроще. Обвязку, сам подошва тапочек, хотя боковые стороны вот таким вот узором провязала. Интересный так узор, и смотрится хорошо, и плотный. Сейчас мы до него дойдем. Так, что делаем? Набираем петли и обратно возвращаемся, провяжем этот ряд лицевыми петлями. Вяжем. Провязали один ряд коричневым цветом лицевыми петлями. Следующий ряд подключаю зеленую ниточку. Весь ряд провяжем лицевыми петлями зеленым цветом. Сейчас что мы сделаем? Провяжем вот эту вот высоту до подошвы. Я такими чешуйками буду вязать. Сколько она у меня? Вот вместе с коричневым цветом 2 сантиметра она у меня будет. Значит, сейчас полностью все петельки провяжем зеленым цветом лицевыми. По изнанке я буду вязать по-другому. Значит, первый ряд все вяжем лицевыми. Ой, зеленую. Все идем лицевыми. Все, вяжем все лицевыми. Второй ряд. Пришли на изнаночную сторону. Первую петельку снимаю. Одну провязываю лицевой. Одну петельку снимаю, не провязанная. Одну провязываю лицевой. Одну снимаю не провязанная. Одну провязать лицевой, одну снять. Одну провязать лицевой, одну снять. Так будем идти до конца ряда. Одну провязываем лицевой, одну снимаем, одну провязываем, одну снимаем. Идем до конца ряда. Следующий ряд, лицевая сторона. Первую петельку снимаем, все петли вяжем лицевыми. И по изнанке будем повторять точно так же узор, только в шахматном порядке. Одну снимаем, одну провязываем лицевой. Мы будем над снятыми петлями снимать провязывать петлю, а над провязанными петлями будем петлю снимать. Значит, этот ряд мы сейчас все вяжем лицевые. Все идем до конца лицевыми. Вяжем все лицевые. Провязали до конца лицевыми.
Теперь изнаночная сторона. Опять будем повторять. Одну петельку будем снимать, одну провязывать лицевой. Значит, вот у нас была снятая петля. Над ней мы петельку провяжем лицевой. Та, которая была провязанная петля, над ней мы ее будем снимать. Первый ряд мы начинали с провязанной петельки. Одну мы провязывали. Сейчас я ее снимаю. Будем менять их местами. Следующая у нас была снятая. Ой, следующая у нас была, да, пропущенная была. Мы ее провязываем. Одну сняли, одну провязали. Одну сняли, одну провязали. Снимаем одну не провязанной, одну провязываем лицевой. Одну снимаем, одну провязываем лицевой. Одну снимаем, одну провязываем лицевой. Что у нас здесь получается? Вот эти чешуйки получаются чешуйками в шахматном порядке, видите, да? Так, идем до конца ряда. Провяжу я сколько раз? 4 ряда у меня чешуек, как я уже сказала, это у меня 2 сантиметра всего. 4 ряда вот этих вот чешуек. И потом я последние 2 ряда провяжу лицевыми. Получится по лицу последний ряд у меня изнаночный. Что сейчас делаем? Вяжем 2 сантиметра узором. Кто не хочет заморачиваться, может просто провязать все платочной вязкой. Так, что у нас здесь было? Здесь у нас была провязанная одна, значит, одну снимаем, одну провязываем, одну снимаем, одну провязываем. По лицевой стороне будем вязать все лицевыми петлями. По изнаночной стороне одну петлю снимаем не провязанной, одну петлю провязываем лицевой. Вяжем. Провязали высоту. Переходим к подошве. Подошву я буду вязать на средних 11 петлях и буду ее расширять. Сейчас немножечко про подошву. Вот смотрите. Начну с 11, расширю до 25. Почему так много? Ширина подошвы вверху у меня 8 сантиметров. Значит, я расширила. Почему так много? Потому что вот здесь, вот эта вот часть, разъем, у меня будет 15 петель в этот раз. Я сделала разъем пошире. Обычно я где-то 5, 6, 7 петель максимум оставляю. В этот раз я сделала пошире, чтобы вот здесь было свободнее. Значит, всего полотно у меня будет 49 петель потом. Вот здесь я потом еще высоту доберу. Ну, это все по порядку, по ходу дела. Поэтому у меня здесь будет 15 петель. И здесь я расширю до 25, чтобы у нас хватило количество, ширина, чтобы у нас была нормальная. Поэтому, если же вы хотите оставить маленький разъемчик, если у вас нога размер небольшой, например, оставите здесь 5 петель, то тогда, соответственно, здесь расширите меньше, ширину сделайте меньше. 20 петель можете набрать. В общем, опять же, примеряйте. Так, ширину подошвы я померила. Могу даже ширину тапочка сейчас замерить. В свободном состоянии. Сколько вот он у меня получается? 10 сантиметров. Ну вот, еще если растянется. 11, 12. Так что вот так вот. В общем, я буду вязать так. А вы уже смотрите по своему размеру. Ну вот я его связала по-другому немножко. Хорошо все получилось. Значит, подошву будем вязать точно таким же узором, как я вязала боковые стороны. Первый ряд я здесь ниточку обрезала. Первый ряд провяжу лицевыми петлями все. Последнюю петельку будем закрывать по методу пятки. Одна петелька с середины, одна с боковой спицы. Буду закрывать по лицу, 2 вместе изнаночной петлей. По изнаночной стороне последние 2 петли я буду закрывать 2 вместе лицевой. Значит, первый ряд вяжем до конца все лицевыми. Последняя петелька.
2 вместе изнаночные, развернулись. Узор мы вяжем по изнаночной стороне. Одну петлю первую снимаю, одну петлю провязываем лицевой, одну снимаем, одну провязываем, одну снимаем. Провяжу так пару рядов, потом начну делать добавки. Добавки буду делать через ряд, через 2 ряда. У меня точных правил нету, постепенно просто буду добавлять по одной петельке в начале и в конце ряда. Так постепенно расширю до 20 петель, до 25. Так, последняя провязали. 2 вместе лицевой. Разворачиваемся по лицевой стороне. Провяжем все лицевыми этот ряд. Вяжем все лицевыми. До конца лицевыми. Пришли в конец ряда. Последняя петелька. Провязываю 2 вместе изнаночной. Следующий ряд по изнанке. Сделаю первую добавку. Добавила одну петельку. Так, что у нас здесь? Смотрим. Первую мы провязывали, теперь мы ее будем снимать. Одну снимаю, одну провязываю лицевой, одну снимаю, одну провязываю лицевой. Снять, провязать, снять, провязать. Так, идем до конца ряда. Сняли. Одну я сделаю добавку. Последняя петелька. Закрываем 2 вместе. 2 вместе провязываем лицевой. Все, лицевая сторона. Все вяжем лицевой. По изнаночной вяжем узор и через один ряд будем делать прибавки. Что у нас здесь все лицевые. Так провяжем всю подошву до последней петельки. Потом будем вязать узором среднюю часть тапочки. Сюда. Следующий ряд. Изнаночная сторона. Делаем одну прибавку. Можно еще один ряд пропустить, делать одну прибавку. Опять же, смотря, если у вас нога в мыске широкая, то прибавки делайте в каждом изнаночном ряду. Если у вас нога узкая, то прибавки можно делать через каждые 2 ряда. Вот так вот я вам скажу. Поэтому сориентируйтесь, примерите. 2 вместе. Так, что у нас здесь было? Эта петелька у нас была провязанная, снятая, провязанная. Значит, это получается у нас был накид. Накид. Посчитаем. Провязать, снять. Начинаем вязать все со снятой петли. Сделаем одну добавку. Снять, провязать, снимаем. Снимаем. Провязаем лицевой. Снимаем, провязали лицевой. Снимаем, провязали лицевой. Снимаем, провязали лицевой. Снимаем, провязали лицевой. Снять. Одну добавку еще в конце ряда. Последние 2 петельки. Провязываем вместе лицевой. Все. Лицевая сторона. Все петли вяжем лицевыми. Изнаночная, сказала 3 раза. Заканчиваем нашу подошву. Вяжем. Провязали подошву. Теперь начинаем набирать петли. Если у вас закончилось с этой стороны, начнем набирать с этой стороны. Я закончила с этой стороны, значит, начну набор направо. Я с каждой стороны наберу по 12 петель. Всего у меня будет 49. Потом в процессе вязания еще доберу ближе
к пятке доберу еще по 2 петельки. Ну, потом, когда буду вязать, покажу это. Так, вот под 2 дужками набираю по 1 петельке. Так, наберем 12 петель. Если хотите тапочек, чтобы был пошире, повыше, наберите тогда больше. Кто-то глубокий любит. Я средний сделала, он не сильно глубокий. Так, и здесь у меня будет под 2 петель, под дужку. Я здесь петли не закрывала. Под дужку буду подхватывать. Набираем петли. Набрала петли и провяжу изнаночными. Все провяжу изнаночными петлями вот до начала. И с этой стороны также наберу петли. Так, здесь петля у меня перевернута, я ее переверну. Все вяжем изнаночными до конца. И точно так же наберем с другой стороны. Вяжем изнаночными. Пришли в эту сторону, в другую. И точно так же наберем с этой стороны петли. Шесть. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Сейчас что я сделаю? Вот эти вот петли на этой спице я провяжу изнаночными, чтобы они у меня по лицевой стороне выглядели изнаночными. По изнаночной, значит, я их провяжу лицевыми, а остальные все провяжу изнаночными. А со следующего ряда начну вязать узор. Так. Петли на последней спице с боковой, которые мы набирали, все провяжу лицевыми, чтобы у нас получились здесь выглядели изнаночными, здесь. Все провяжем лицевыми. Вяжем лицевыми, а оставшиеся вот эти вот петли, средние и с этой стороны, я их провяжу изнаночными. Так вяжем до конца ряда. Пришли в начало ряда, подвязываем коричневую нить, первый ряд узора, первую петельку снимаю, две петли лицевых коричневым цветом, одну петлю снять, 2 петли лицевых, одну петлю снять, 2 лицевых, одну петлю снять, 2 лицевых, одну снять. И так идем до конца ряда. Две лицевых, одну снимаем. Так, зеленую одну снимаю, не провязанной, 2 лицевых,
одну зеленую снять. Вяжем до конца ряда. Пришли в конец ряда. У меня заканчивается тоже двумя лицевыми коричневыми. Последнюю провяжу изнаночной кромочную. Второй ряд, изнаночная сторона. Первую снимаю. Опять 2 лицевых, 2 коричневых провязываем лицевыми. Снятую петельку снимаем, нить переводим назад. Снятую снимаем не провязанной. Нить вперед. 2 коричневых провязываем лицевыми. Снятую петельку снимаем. 2 лицевых. Снятую петельку снимаем. Две лицевых, снятую снимаем. Так вяжем до конца ряда. Третий ряд узора будем вязать точно так же. Одну петельку будем снимать не провязанной, 2 петли будем провязывать лицевыми, но рисунок у нас будет немножечко сдвигаться. Значит, один ряд мы провязываем коричневым цветом, второй ряд вяжу зеленым, потом буду опять чередовать. Зеленый цвет у меня. Первую снимаю, одну провязываю лицевой, здесь так получилось. Петельку снимаю, не провязанную одну. Какую петельку снимаю? Вот перед снятой в предыдущем ряду. Мы снимали зеленую, перед снятой одну петельку снимаю. Следующие 2 провязываю лицевой. Одну петельку снимаю. Следующие 2 провязываю лицевой. Одну снять. Коричневую я снимаю. Коричневую и зеленую провязываю лицевой. Так идем до конца ряда. Смотрите, и вот так вот они по одной будут сдвигаться. Получится вот такие вот диагональки у нас. Одну сняли, 2 петли зеленым лицевыми. Перед снятой петельку снимаю, 2 лицевыми. Одну снимаю, 2 лицевыми. Так идем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Следующий ряд мы его будем вязать точно так же, как второй. Снятые петли будем снимать, 2 провязанных петли провязывать лицевой. У нас была снятая коричневая петля, мы ее снимаем. Мы ее снимаем не провязанной. Нить переводим вперед. 2 петли провязываю лицевой. Снятую петельку снимаю, 2 петли провязываю лицевой. Так вяжем до конца ряда. Со следующего ряда будет повтор, только уже меняем цвет. У меня это будет коричневый цвет. Снимаю не провязанную одну. Провязанные петли провязываю лицевой. Снятую петлю снимаем. Идем до конца ряда. Лицевая сторона, новый ряд. Зеленым цветом мы закончили. Беру коричневый цвет обратно. И точно так же продолжаю вязать. 2 петли буду провязывать лицевой, одну петельку буду снимать. Снимаю петлю перед снятой. Ту, которую мы снимали в предыдущем ряду, перед ней петельку снимаю. Вот здесь она получается, что она у меня первая. Сняла. 2 лицевыми, петельку сняла, 2 петли провязываем лицевой, одну снимаю не провязанной, 2 лицевыми, одну снимаю не провязанной, и так до конца ряда.
по изнанке, точно так же, как мы вязали предыдущий ряд. Снятые петли снимаем не провязанными и провязываем 2 лицевые. Вот уже он потихонечку начинает сдвигаться. Так провяжем до начала пятки, нужную нам длину тапочки. Одну петельку снимаем, 2 лицевыми. Коричневая у нас была снятая в предыдущем ряду, перед ней петельку снимаю. Ой, снимаю. Дальше 2 лицевых, петельку снимаю, 2 лицевых, петельку снимаю, не провязывая. Так идем до конца ряда. Довязали до конца. И еще раз изнаночная сторона. Что мы тут делаем? Первая у нас петелька получилась одна провязанная в начале ряда, снятая провязанная коричневая, да? Мы ее провязываем. Вот у нас снятая петля, мы ее снимаем не провязанной. Я сегодня столько много говорила, что уже начала заговариваться. Опять 2 петельки лицевой по изнанке вяжем, снятую петельку снимаем не провязанной. Полдня разговариваю с телефоном. Провязанные петельки провязываем лицевой, снятую петельку снимаем, нить переводим. Провязали 2 лицевой по изнанке, снятую петельку сняли. Я в описании под видео этот узор напишу. Главное не забыть. Вот что у нас получается. Пока не очень понятно. Вот что было более понятно. Вот так вот все ряды будут сдвигаться. Сейчас что мы сделаем дальше? Провяжем вот эту вот часть до начала пятки. Какая вам длина будет нужна? У меня эта часть, сколько она у меня? 9 сантиметров. Весь тапочек вместе с этим, с пятой вместе 23,5. Ну вот, если растянуть, можно дотянуть до 25 сантиметров, но в свободном состоянии вот он 23,5, почти до 24 доходит, 23,5. Значит, вяжем вот это вот расстояние до пятки, провяжем, какая вам нужна будет длина. Я к вам вернусь и вместе таким же узором закроем задник. Вяжем. Продолжаем вязать наш тапочек, наше полотно. Вяжем до пятой. Но сейчас вот я провязала где-то половинку вот этой вот боковой части. Я сделаю по одной добавке в начале и в конце ряда. Потом через пару рядов сделаю еще по одной добавке. Всего у меня будет 53 петли. Почему я это сделала? Потому что у меня вот проем широкий. И немножечко увеличить, поднять боковую сторону. Как я уже говорила, если у вас размер маленький и вам достаточно вот этой вот ширины, можете этого не делать. Так, что у нас здесь был? Зеленый цвет. Перехожу на коричневый. Так, первую снимаем мы. Одну добавили. И дальше вяжем по узору. Одну снимаем, 2 лицевыми. Одну снимаем, 2 лицевыми. Дойдем до конца ряда. И в конце ряда сделаю еще одну добавку. По изнаночной стороне я их провяжу лицевыми петлями. Так, 2. Одну сняли, 2 провязали. Одну сняли. Пришли в конец ряда. И здесь точно так же сделаем одну добавку. Здесь у меня получилось снятая, ряд сдвигается. Одну добавку, последнюю провязываю изнаночной. Все, и по изнаночной вяжем по узору. Опять 2 снимаем, 2 провязываем. Добавленную петлю провяжу лицевой. Провязали ее. Снятую сняли.
Провязанные петли провязываем лицевой, снятые петли снимаем. Так продолжаем вязать. Довяжем до пятой и будем закрывать пятку. Провязали нужную длину нашего тапочка. Теперь переходим к пятке. Пятку буду вязать на средних 15 петлях. Здесь у меня на боковых по 19 петель я оставила. Последний ряд я провязала основным цветом, лицевыми петлями. Ниточку пришлось обрезать. Подвязала сюда. Теперь таким же узором я буду продолжать вязать пятку. Боковые петли буду закрывать по 2 лицевыми. Так, что у нас здесь? Возьму коричневую теперь. Коричневую ниточку, первый ряд. Первую петельку провяжу. Теперь вторую тоже провяжу. Дальше одну снимаю. 2 провязываю лицевой. Одну снимаю не провязанной. 2 провязываю лицевой. Так идем до конца ряда. Точно так же, как мы вязали полотно. 2 сняла. Ой, 2 провязала. Одну сняла. 2 провязала. И последняя петелька. Провязываю 2 вместе лицевой. В этом ряду у меня коричневый цвет. 2 вместе провязываю коричневым. В следующем ряду будет зеленый цвет. Крайние петельки буду провязывать основным цветом. Развернулись. Теперь по изнанке точно так же 2 петельки провязанных мы провязываем лицевой. Одну петельку снимаем. Так идем до конца ряда. 2 лицевой, одну снимаем. Последнюю петельку провязываем с петелькой с боковой спицы изнаночной. Одну снимаю. 2 провязали, одну сняла. Предпоследнюю провязала. Последнюю. 2 вместе изнаночной. Развернулись. Берем следующий цвет, основной цвет. Первую петельку снимаю. Вторую, получается, тоже снимаю. 2 лицевые. Одну снимаю. 2 петельки лицевые. Одну снимаю. И вот продолжаем дальше вязать узор. 2 лицевые. Одну снимаю. 2 лицевые. Одну снимаю. И вот у нас последняя петелька. Провязываем 2 вместе лицевой. Так, вяжем весь задник. Закрываем по одной петельке, пока не закончатся все петли. Довяжем пятку, закроем петли и начнем обвязывать тапочек. Вяжем. Закончили вязать пяту, закрыли петли. Теперь что мы будем делать? По всему тапочку наберем петли. Будем вязать вот такую вот окантовку. Что хочу сказать. Смотрите, у нас здесь очень много петель у меня получается. 77 петель у меня будет. Это возник такой вопрос, что делать, если много петель, широко вот этот вот проем получается широкий. Можно, конечно, их в некоторых местах сократить до нужного количества, но я иногда в таких случаях что делаю? Свяжу 3 сантиметра. Вот, беру резинку. Резинка у меня 1,5 сантиметра, не больше. Желательно, чтобы она была мягкая, не жесткая. Вот одну половинку примерили на высоту резинки. Чуть-чуть, чтобы 1 миллиметр оставался. И такую же вторую половинку. Вот она у меня 1,5 сантиметра. Я 3 сантиметра свяжу лицевой гладью высоту вот этой вот бейки окантовки. Вот она у меня ровно 1,5. Потом продену резинку, свободно я ее продела. Очень слегка подтянула. Во-первых, тапочек хорошо сидит, он не спадает, не растягивается. И таким методом мы собираем вот эти вот
лишние петли. Если кому-то такой способ подойдет, можете им воспользоваться. Значит, сейчас надеюсь, что смогла объяснить, донести. Сейчас набираю петли по всему тапочку. Первый ряд, половинку провяжу я 7 рядов основным цветом. Оставшиеся ряды я провяжу коричневым цветом. Всего у меня будет 15 рядов. Потом это дело я примонтирую, продену резинку и оставшиеся петли закрою. Ну, там я к вам вернусь. Сейчас под каждую крайнюю петельку, под 2 дужки, ввожу крючок, вытягиваю петлю, набираю. Набираю петельки. Набираем петли. Продолжаем набирать петли. Сейчас покажу передняя часть. Я здесь петли не закрывала. Ввожу вот под петельку. Вот так вот под 2, получается, провожу. Еще раз. Вот одна петелька. И вот перемычка между ними. Насквозь провожу. Аккуратненько наберем впереди петли. Кому удобно, можно набирать на круговые спицы. Кому удобно круговыми спицами. Я набираю на 4 спицы. Так, мне так удобнее. Значит, что сейчас делаем? Набираем петли. Первый ряд провяжем изнаночными петлями. Остальные ряды по кругу вяжем все лицевыми. Я провяжу где-то 3 сантиметра высоту. К вам вернусь и будем заканчивать вместе. Закроем петли, проденем резинку. Если же у вас, допустим, нитка может быть тоньше, и у вас получилось не широко, тогда вам и резинка не понадобится. Просто провяжем нужную высоту и примонтируем ее с изнаночной стороны. Способов много, можно с лицевой стороны монтировать, но я вот как привыкла. Так, вот так вот, видите, аккуратненько получается. Набираем петельки. Набираем, вяжем, значит, смотрите еще раз. Вот первый у меня 7 рядов я провязала основным цветом, и остальные 8 рядов у меня контрастным цветом. Вяжем. Провязала нужную высоту. Примерили, прикладываем резиночку нашу. Как раз у меня по зеленой части совпадает. Перекрыли. Вот здесь мы сейчас будем монтировать. За каждую петельку будем подхватывать. Все, сидит все свободненько. Не в натяжку. Все. Теперь что дальше? Значит, нашу окантовку сейчас крючком мы ее примонтируем. Потом проденем резинку. На последней спице петельки останутся. Я продену резинку, сошьем резинку и закончим привязывать нашу окантовку. Теперь вывернула это все наизнанку. Снимаю одну петельку. Подхватываю петельку. Вот под начальным рядом у нас идут поперечные такие петельки зеленые. Самый первый начальный ряд это у нас был. Подхватываю петельку. Подтягиваю ниточку. Вытягиваю. Так, по одной, одну петельку со спицы. Одну вот вводим. Так, привязываем.
Заканчиваем наш тапочек. Вытянули, еще раз вытянули. Еще раз. Вытянули и вытянули. Так, по одной полностью всю окантовку примонтируем с помощью булавки или иголки, как вам будет удобно. Значит, протяну я эту резиночку, в конце соединю два конца резинки, сошью их, перекроем и примонтируем оставшиеся петельки. Это уже, думаю, это всем должно быть понятно. Так что такие вот тапочки на резинке у меня в этот раз. Что делаем дальше? Дальше заканчиваем наш тапочек, монтируем до конца. На этом сегодняшний рассказ я буду заканчивать. Итак, получилось у меня две части МК. Довольно была длинная. Вот, все так по одной вяжем дальше. Я не могу оторваться прям. Опа. Заканчиваем. Все, девочки, всем легких петелек. Всем мира и добра. На сегодня все. Вот так вот перейдем. Всем пока-пока.